Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас здесь увидите, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 17 по 23 августа. Давайте посмотрим, что же ожидает, соответственно, стрельцов в этот период, какие карты вам выпадут с понедельника по воскресенье. Пока я буду перетасовывать вторую колоду, я напомню вам, что эта вторая колода служит нам уточняющей, дополняющей основную колоду, и мы ее выкладываем для того, чтобы как-то детальнее понять, возможно, каждый день недели, который вас ждет. Более того, напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень признательна за такую обратную связь с вашей стороны. Делитесь также этим видео с вашими знакомыми, близкими, если считаете, что им этот расклад подходит. Итак, расклад для стрельцов. Неделя с 17 по 23 августа. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Что у нас есть? У нас есть понедельник, карта восьмерка жезлов, быстрые, стремительные события, которые почему-то упираются во вторник в карту повешенного. Но давайте посмотрим. В целом понедельник может быть действительно очень динамичным, очень активным, наполненным общением с другими людьми, какими-то сообщениями, звонками, то есть вот какими-то такими вещами. Но при этом восьмерка мечей показывает, что вас пугает такая динамика. То есть вот как-то вот настолько все интенсивно, быстро, стремительно здесь в этот день начинается, что по восьмерке мечей вы думаете, что что-то может не получиться, или что вы сможете столкнуться с какими-то препятствиями, что что-то может пойти не так. То есть начинаете накручивать себя, что что-то чересчур в ускоренном режиме происходит, и вам хочется сделать паузу, и, возможно, вы это и делаете. То есть делаете какую-то приостановку, паузу, остановку, чтобы подумать, разобраться в ситуации, может быть, посмотреть на вещи немножечко под другим углом, то есть в другом ракурсе. Поэтому карта повешенный. Опять-таки вы как будто по-другому стараетесь смотреть на какую-то поездку. Здесь у вас карта колесница, или на какие-то вещи, касающиеся транспорта, автомобиля, может быть, да, или каких-то билетов, куда вы там собираетесь ехать. То есть здесь вот по повешенному, здесь возможно какая-то тупиковая ситуация, связанная с этим перемещением или с этим транспортом. Возможно, вам приходит какое-то озарение и понимание, как лучше поступить для того, чтобы двигаться вперед. То есть как лучше действовать для того, чтобы продвигаться вперед к успеху. Карта рыцаря Пентаклей, карта земного знака, и это может говорить карта про общение с земным знаком, вроде Дев, Тельцов, Козерогов. И в целом также у вас говорить, хоть вы не земной знак, но как о человеке, который здесь идет не спеша, не торопит события, который идет с чувством, с толком, с расстановкой, ко всему подходит, что он здесь делает. И по рыцарю Пентаклей вы не спеша идете к какому-то успеху, потому что девятка кубков — это успех. То есть неспешное продвижение к цели, вера в свою удачу, может быть, выносливое движение к чему-то достаточно удачливому, успешному для вас. Также может быть какая-то запланированная поездка, где вы едете куда-то, что-то отмечаете. Поэтому девятка кубков, карта застолий, пиршеств, праздников, когда ожидаемое, это запланированное событие. Карта пятерка кубков при этом говорит о том, что вы можете быть на кого-то обижены или из-за чего-то разочарованы в четверг. Вас может расстраивать нечто, и вы можете не замечать, что у вас есть еще дополнительные возможности и ресурсы по дьяволу, который также здесь есть, и он может говорить про человека знака Козерог, либо просто о каких-то токсичных ситуациях, с которыми вы здесь сталкиваетесь в четверг, и вас они могут, правда, расстраивать, потому что вы испытываете печаль, вы здесь испытываете какой-то провал, возможно, или какие-то конфликты возникают в отношениях с кем-то, и они вас могут расстраивать, значительно ранить.
что-то очень токсичное, абьюзивное, такое вот, что вас сильно обременяет. Карта принцесса жезлов, карта огненной стихии, может говорить про общение с огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. И тут же пятерка мечей, то есть какая-то ваша, может быть, да, энергия, потому что все-таки вы тоже огненный знак, и ваше желание любой ценой в какой-то ситуации победить, любой ценой, то есть рискуя, проявляя себя как человека молодого, активного, амбициозного, рисковать, чтобы не оказаться в проигрыше или не оказаться опозоренными в какой-то ситуации. Карта колесница с шестеркой мечей, вот они, кстати, и показывают передвижение, перемещение, возможность здесь двигаться вперед, не оглядываясь на какие-то страхи, которые вас тормозили, останавливали, или на какие-то надуманные переживания, которые у вас возникают, когда вы понимаете, что что-то стремительно начинает продвигаться вперед. То есть вы здесь морально настроились на то, что эти вопросы, они здесь уже имеют место быть, да, они уже решаются. По колеснице что-то связанное с поездкой, с перемещением или с каким-то транспортом, или с тем, что видите, опять повешенный. То есть все равно здесь эта карта повешенной колесницы, колесница повешенная. То есть вы смотрите, как будто пересматриваете свое отношение к поездке или к перемещению какому-то или к транспорту, пересматриваете отношения, меняете, может быть, выносите какие-то свои уроки, делаете свои выводы из этой ситуации, но готовы двигаться дальше, готовы по карте шестерка мечей меняться, трансформироваться, готовы к этим переменам, и вы активно интересуетесь, как эти перемены в свою жизнь, соответственно, впустить, как их воплотить в жизнь. Поэтому шестерка мечей вместе с шестеркой пентаклей, success, как прийти к успеху, как прийти к результату, как по шестерке пентаклей, возможно, добиться результата какого-то. Кстати, вы можете куда-то ехать, где вы здесь готовы к взаимному обмену, или вы понимаете внутренне, подходите к тому, да, исцеляете что-то в своей голове, в своем сознании, что вы готовы к какому-то взаимному обмену, готовы что-то отдавать, чтобы что-то получить, или готовы получать от других, да, и готовы, отдавая какие-то ресурсы, получать вот этот взаимный, опять-таки, энергетический обмен. Поэтому шестерка пентаклей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.